И там такое типа большое... Туда. Костик, здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Сегодня у нас Такарадзуши Эки. Такарадзука Эки. Главная достопримечательность этой станции в том, что это женский театр. Да? Здесь расположен женский театр, который изначально был здесь построен для того, чтобы привлечь людей и, соответственно, финансы. Это площадь этой станции. Вот. Все актеры, точнее, все актеры в этом театре обязательно актрисы, как противопоставление кабуки, где всеми актерами были мужчины. Вот. Я считаю, это гармония, это правильно. Но тем более кабуки сейчас он как древний театр считается, типа, и он максимально сохраняет традиции. Кабуки — это что? Мужской театр, задача которого сохранять традиции. Такарадзука как театр, женский театр, да, где все женщины, и тоже противоположно в том плане, что там все современно и не замыкается на каких-то традициях, на какой-то истории. Нет, там как раз таки все очень современно. Все вот именно театрально в европейском стиле, скажем так. То есть это музыка такая, типа оркестровая, костюмы крутые. И, в общем, все актрисы там почти балерины. Очень жесткий отбор, очень жесткая конкуренция. Ну, как большой театр прям. Только японский. Очень красивое место. Подожди, а он же более-менее современный женский театр? Да, он именно современный. Он именно как бы развивается в ногу со временем, как противоположность кабуки. Он типа альтернатива вот этому мужскому театру. Да, я так понимаю, да, сделан был. именно так. Красивая тут речка. И, в общем, нам предстоит идти Вон туда, в гору, целый туда. час. Целый час Вон, гора. в горку, где-то 350 метров над уровнем моря, да? Ну, или, это такая небольшая. или, ну да, Ну да, где-то подъем. подъем такой небольшой. Вот. Но место очень не туристическое, и там храм, ну такой, просто как точка, что мы туда придем. Да, причем храм такой вообще не особо украшенный, не особо богатый, просто там типа как смотровая площадка для любителей хайкинга. Ну да, просто точка, что вот. мы туда дойдем. И вот так вот у тебя балкон и сразу на речку, на такой класс. Прикольно. Вообще, там, наверное, рестик, это рестик, да. Ага. Как японцы живут? Скромно. По моему мнению, они живут очень скромно и очень минималистично. Ну, вот эти вот, и очень вкусно, знаете ли, со вкусом как-то. Вот эти дома, они довольно дорогие должны. Ну, не так, чтобы прям. Но у людей есть свое парковочное место и немножко своей земли. Это уже дорого. Смотри, например. Ага. Ну вот, на 2 парковочных места. Это это уже как бы нормально, да. Вот. Не так, чтобы прям буржуйско. Мы были, конечно, в районах, где прям живут буржуи. О. Вот, ну это как бы средний класс. Такие новенькие, хорошенькие домики, приятные. А главное, спокойно. Поблизости никаких поездов, никакого шума, никаких шоссе, никаких туз этих караоке. Идеально. Здесь неплохо бы и состариться. Вот это вообще дорого. крутяк. Что там у нас? Какая красота! Да, она искусственная, конечно, но она хорошая. Интересно, на камеру оно не передаст в любом случае подъем этот. Давай, птичка, ой. О, бамбуковый лес. Ребята, обратите внимание на эту табличку. Тут написано, что тут тусуются извращенцы. Так что будьте внимательны. Чикан-чуй. Да, Чикан-чуй. Если что-то произошло, обращайтесь вот в этот отдел полиции. Вроде мы отошли, да, сколько? На 1,5-2 километра? 3, может быть, от цивилизации. И все, и уже какие-то джунгли. Да. И дорога, где разбитый асфальт, и в горку дорога.
одни плетуны какие-то, бамбук и заросли. Ну, эти вот, то, что вьется все. Настоящие хащи. Хащи? Хащи. Кто-то спортом занимается, кто-то музыкой занимается. Все как для рамок. Вон, побежали. Думаешь? Да. А, вон у них спортивный час начался. Физра, да. Физра. Ну да. Там кто, футбол гоняет? Мгм. Кстати, странно, футбол. Обычно бейсбол должен быть. Ну, может, сегодня день футбола. Это почта! Почта, прикинь, даже в такую бедняга еле справляется на полную газулю. Почта доставляется в храм. Значит, там кто-то есть, если почта доставляется. Конечно. Там есть. И мы добрались до храма. Джинджа. А нет, это не Джинджа. Тера, да. Вот Тера. И Похоже все. на чью-то дачу. Да. История строительства храма принцем Щотоку. Западные ворота принца Щиттен-Ноджи снабжены храмом. Насекомые поднимаются в этот сезон, а канон опускается на третий день 7-го года. Они втроем отправляются в путешествие, чтобы осуществить свои духовные мечты. Тайшу фукутошо футами юматао дзинчотенхо. Ну, это мы не знаем, это что такое. В 2 святилищах горах грохочут и бьют ключи соленой воды. Поэтому он называется соленый хвостик, наверное. Ключи соленой воды. Священной воды 1000 богов и горячие источники Тамидзука. Храм Судзука в провинции Бинари Томоя, может, не знаю, Судзука, где было убито 2100 животных, электрошок, мира и сумеете теперь находится в непосредственной близости от первого вернувшегося человека. Что? Ну, скорее всего, это удар какой-то электричеством, молнии или поражение. Возможно, да, наверное, это был электрошок. План реформ Рокукося, военная война Сен-Манен. Ага. Окей, типа тысячелетняя война, да? Хотя, наверное, она Сен-Ман, это же дофига. Ладно. Строительство 11-го района Тайчо началось в октябре. 13-й вагон был построен в октябре. 13-й, скорее всего, здание или как... Несколько. Вагон. Строение. Ну окей. Угу. Происходит определенное событие, поэтому импульс нарастает. Что? Движение какое-то, увеличение. Ну и все. И покидаем это место. Плохо, что воды нету, конечно. Ну, да, и хамбайки даже нету. А могли Да. бы заработать бабла. Но, скорее всего, компании хамбайчной невыгодно здесь ставить, Конечно. тратить за электричество, когда тут ходит 1 человек в месяц. Да.